Добрый день, друзья! Сегодняшний видеоурок будет посвящен прекрасным кошкам, которые, несмотря на свою опасность, являются прекрасным видом кошечек, хоть и очень больших. К сожалению, тигры в настоящий момент находятся в Красной книге, и мне очень захотелось создать картину в том виде, в котором я вижу тигров, передать их характер, эмоции, прежде всего красоту. Работать я буду на деревянном планшете. Из материалов буду использовать шпатлевку и акриловые краски. Прежде чем приступать к работе на деревянном планшете, его необходимо подготовить. Писать красками по дереву не очень хорошо. Некоторые просто грунтуют художественным акриловым грунтом. Также можно его покрыть клеем ПВА, это тоже является защитой. Или, как я, покрыть шпатлевкой. После того, как шпатлевка высохла, я ее зашкурила и покрыла грунтовкой для укрепления. Прежде чем приступать к непосредственной работе, я всегда заклеиваю оборотную сторону холста малярным скотчем, для того, чтобы оставить заднюю сторону чистой, без красок, без грязи. Я готовлю серию работ в жанре анималистика и работать буду сразу на 3 холстах, поэтому периодически картинка у вас будет меняться, но суть от этого не изменится. С помощью простого карандаша я провожу абстрактную линию, которая будет служить у меня рамочкой. И далее покрываю все малярным скотчем, отделяю границу. Малярный скотч прозрачный, поэтому линию, которую мы провели, хорошо видно. И теперь нам необходимо срезать внешний край канцелярским ножом. Так как линию очень хорошо видно, линия просто обрезается, и мы удаляем ненужную нам внешнюю сторону, там у нас будет располагаться шпатлевка. Как вы видите, край очень ровный, поэтому после того, как мы нанесем шпатлевку и удалим излишки малярного скотча, край получится у нас ровно таким, каким мы его нарисовали простым карандашом. И далее я беру малярный скотч, который пошире, и еще защищаю внутреннюю часть полотна, чтобы шпатлевка не испачкала его, потому что лишняя работа по зашкуриванию нам не нужна. И после этого можно приступать уже к замешиванию гипсового раствора. Я использую здесь сухую гипсовую шпатлевку, которую развожу с водой, замешиваю достаточно плотную массу. Она должна быть пластичная, но хорошо держаться на шпателе. Это залог успеха хорошего оттиска. Если вы набираете массу на шпатель и она у вас не падает, значит раствор готов хорошо и масса плотная. Если вам интересно знать, какую марку шпатлевки я использую, можете подписываться на мой телеграм-канал. Там я раскрываю секреты, какими инструментами, какими материалами я пользуюсь. Получившуюся массу я распределяю на поверхности планшета ровным слоем. Чуть больше слоя я кладу к внутренней стороне рамочки, и к внешнему краю я ее немножечко уменьшаю. Слой должен быть равномерным. Для того, чтобы выровнять слой, я использую мастихин. Аккуратными движениями провожу по поверхности и сглаживаю края и разравниваю уровень слоя. Если вы хотите получить совсем уж идеальную поверхность, то можете взять небольшое количество воды и, смачивая пальчики, разровнять до идеального состояния. С помощью воды шпатлевка хорошо выравнивается. Ну а дальше я оставляю вас просто наблюдать за процессом. Если у вас появятся вопросы, как и что делается, вы всегда можете задать в комментариях, и я обязательно отвечу. Остальную часть процесса я буду показывать и комментировать в других роликах в этой же серии, когда буду делать 2-ю и 3-ю картину в жанре анималистика. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и задавать вопросы. Все это помогает мне поддерживать канал, развивать его, и я всегда очень рада общению с вами.
ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей душе родилось тогда чувство яркое нежной любви.
Thank